Yeah, yes. Okay. Yeah, okay, I see. All right, so, yeah, fine. So there's nothing here that matters, but it's just a bigger... Я полагаю, что здесь только самые отважные люди, которым не страшна красная жара, пришли на данный семинар. Я рад приветствовать всех вас. Мы продолжаем программу Института трансперсональной психологии, программу международного сертификата по трансперсональной психологии и психотерапии. И сегодня однодневным семинаром доктора Стивена Лабержа из Стэнфордского университета Калифорния мы открываем трек сновидений. То есть мы начинаем программу, цикл семинаров, которая будет исследовать глубоко тему сновидений, работы со сновидениями. И мы начинаем с самой горячей темы осознаваемых сновидений, когда вы спите, видите сон и знаете, что это сон, и можете в этом сне летать, управлять. Стивен Лаберж является общепризнанным авторитетом в этой области. Он автор двух прекрасных книг, которые, я полагаю, большинство из вас знает: «Осознаваемое сновидение» и «Практика осознаваемых сновидений». Эти книги пользуются довольно большой популярностью, они уже проданы, и мы надеемся получить новый тираж. Стивен Лаберж участвует в постоянных исследованиях, научных исследованиях осознаваемых сновидений. Он руководитель лаборатории исследований сна в Стэнфордском университете. Кто был в Стэнфорде, знает, что это одна из самых крупных лабораторий. И Стивен в своих книжках, например, в «Практике осознаваемых сновидений», разработал уникальные методы развития этого древнего искусства у современного западного человека. Нам это очень важно. Стивен является первым ученым, который предоставил научные доказательства того, что можно видеть сновидения и управлять ими, знать, что ты спишь. До Стивена это считалось какой-то полуэфемерной эзотерической выдумкой. И вот среди методов, которые описаны в книжке, некоторые просто являются блестящими. И на нынешнем семинаре, в соответствии с договоренностью с доктором Стивеном Лабержем, мы посвятим в основном данный семинар практическому применению и приобретению практических навыков искусства осознаваемых сновидений. Так что мы будем работать с вами до часу, потом часовой перерыв на обед, и потом продолжим практические занятия и закончим вопросами и ответами, которых у каждого из вас, я думаю, накопилось достаточно. Вместе со Стивеном Лаберж к нам приехала также его коллега, сотрудница Института осознаваемых сновидений Лин Левитан. Лин Левитан является исследователем сновидений, помогает Стивену в работе и также является главным редактором бюллетеня Института осознаваемых сновидений, который называется «Ночной свет» – Night Light. Вы можете в скором времени получить подписку этого бюллетеня через интернет. И мы напишем интернетовский сайт The Lucidity Institute, Институт осознаваемых сновидений, на доске вскоре. Так что вы сможете напрямую общаться с Лин и посылать свои исследования осознаваемых сновидений в бюллетень Night Light. И вот вчера мы встретились со Стивеном и Лин, и когда были приватные разговоры о том, какие же методы действительно хорошо работают для того, чтобы стать осознаваемым сновидцем, Стивен сказал, очень интересный метод. Он сказал, что, вы знаете, в соответствии с моими наблюдениями, один из самых лучших методов развития способности осознаваемых сновидений, о котором я только знаю, это иметь какую-то конкретную связь со мной, познакомиться со мной, поговорить со мной, прочитать мои книги. Уже этого бывает для многих достаточно для того, чтобы развить совершенную способность к осознаваемым сновидениям. И вы знаете, я, конечно, довольно-таки бездарь в области осознаваемых сновидений. Люди есть способные, есть неспособные, у меня другие таланты. Но после вчерашней встречи со Стивеном, данной ночью, я видел сон. Я запомнил этот сон.
я проснулся в этом сне, этот сон был осознанным. И в этом сне я помню, как Стивен учил меня осознаваемых сновидений. И вы знаете, в каком-то смысле я даже не знаю, вот это еще, вот то, что сейчас происходит, продолжение этого сна или реальность. И я хочу вот попросить Стивена прояснить этот вопрос. Пожалуйста, Стивен. Thank you. My Russian friends, Мои русские друзья, I would like to start off with a little story about the interactive nature of reality. я бы хотела начать с небольшой истории об интерактивной природе реальности. It's a Nasruddin story. Это вот такая... Mullah Nasruddin, you know? Nasruddin is a sort of a... Насредина. Yes, yes. Это история из Хаджи Насредина. One night, Nasruddin is walking down a deserted road. Однажды ночью Насредин шел по пустынной дороге. And he sees a troop of horsemen in the distance. И он увидел группу всадников на расстоянии. His imagination immediately goes to work. И сразу же его воображение начало работать. And he fears that it may be bandits Он испугался, что это, возможно, бандиты. or the army wanting to impress him into service. Или какое-нибудь подразделение армейское, которое может забрать его на службу. So he jumps over the wall into a graveyard and falls into an open grave. И он перепрыгнул через забор на кладбище и спрятался в вырытой могиле. He's lying in the grave, trembling with fear, И вот он лежал в этой могиле, трясся от страха. when the horsemen ride up. They're honest travelers, actually. А когда подъехали эти всадники, это были просто путешественники. And they see him there and they say, what's the matter? Can we help you? Они увидели его и спросили, в чем дело? Может, What are you doing there? Что ты там делаешь? And Nasruddin, now catching his wits, says, it's more complicated than you think. И вот тогда Насредин начал пытаться им объяснять, вот это гораздо более сложно все, чем вы думаете. You see, you are here because of me, И он начал говорить, вы здесь из-за меня, and I am here because of you. а я здесь из-за вас. So, here we are together. Итак, мы здесь вместе. Vladimir asked me to clarify he doesn't know whether or not he is still dreaming. Владимир просил меня прояснить, продолжается ли все еще его сон сейчас. I hope by the end of the day that we will all understand that yes, he is still dreaming in one sense or other. Я надеюсь, что в течение дня мы все поймем, что он все еще продолжает, это все продолжает ему сниться в том или ином смысле. This afternoon we will talk about the theory of how our minds construct our experience of reality. Сегодня после обеда мы поговорим о том, как наш мозг конструирует качество реальности. And that will allow us to answer the question more easily of what kind of dream is this? И тогда гораздо легче будет ответить на вопрос, а какого же рода сон это имеет место быть сейчас. Yes. So, in order to know while you are dreaming at night, asleep in bed, Чтобы узнать, когда вы ночью находитесь в кровати, спите вы или нет, снится ли вам это или нет, to know that you are in a dream as we usually call a dream, и понять, что вы во сне в том, что мы обычно называем сном, we first have to become familiar with what dreams are like. Прежде всего нам надо лучше познакомиться с тем, на что похожи сны. Our purpose in this seminar will be, as I believe Vladimir said, first of all to teach you techniques of becoming aware in your dreams. Прежде всего, вот на семинаре, как говорил Владимир, мы должны поговорить о техниках осознания себя во сне. Yes. But before we talk about the techniques, I would like to take a moment to speak of why we would want to do this. Но прежде чем перейти к техникам, я бы хотела немного поговорить о том, а почему мы хотим это сделать. So,
for this afternoon, today's seminar, I would like to explain the rules of behavior. Итак, во время семинара я буду объяснять правила поведения. You are all now politely sitting in your seats. Вот сейчас вы все вежливо сидите в ваших креслах. No need. You may float to the ceiling at any time. И нет необходимости там взлетать каждый раз к потолку. You needn't bother about any laws of physics. Вам не нужно беспокоиться относительно каких-то законов физики. And nor the laws of society. А также о каких-то законах общества. Because they don't matter. Потому что они не имеют значения. Now, if I were to say this in your dream, А если бы я вот сказала это в вашем сновидении, what do you think you would do? что бы вы, думаете, делали? What you're doing now, Именно то, что вы делаете сейчас. which is exactly what you do while you're awake. То есть в точности то же самое, что вы делаете, когда вы пробуждены. You see, why can't we float to the ceiling now? Вы можете сказать, а почему бы нам и не взлететь к потолку сейчас? It's something we call the law of gravity. Это что-то, что мы называем законом гравитации. An external force Внешняя сила, that prevents us from doing it. которая мешает нам сделать это. But in a dream, Но во сне what prevents us from floating to the ceiling is not an external force, то, что мешает нам взлететь к потолку, это не внешняя сила. but it's an idea. It's the mental expectation of gravity. Это всего лишь идея, ментальное предположение существования гравитации. But that constrains us just as much as a real external force. Но она ограничивает нас ничуть не меньше, чем реальная внешняя сила. For example, a door may be locked, Например, дверь может быть заперта, and so you can't go through it. и вы не можете пройти через нее. Likewise, if you think the door is locked, И таким же образом, если вы думаете, что дверь заперта, you don't try to open it. вы не пытаетесь ее открыть. So the door may not be locked at all, but it might as well be. Но может быть и нет. So mental ideas can constrain our freedom, limit our freedom. Итак, умственные идеи могут ограничивать нашу свободу. Likewise, the laws of society. И таким же образом происходит с законами общества. We now believe we are in public, Итак, мы сейчас думаем, что мы находимся in the presence of other people. в присутствии других людей. In our ordinary dreams, we believe exactly the same thing. И в наших обычных снах мы думаем то же самое. Yet the reality, Но вот реальность, we are in the most private state we ever are in. мы можем находиться в наиболее частных состояниях. So, as you know, you are more free in private than in public. И, как мы знаем, мы чувствуем себя более свободными в такой приватной ситуации, чем на публике. So, if the dream therefore has the potential of much greater freedom, possibilities of exploring life, В наших сновидениях мы имеем гораздо больший потенциал и свободу в исследовании нашей жизни. but only if we know that it is a dream while we're there. Но только в том случае, если мы знаем, что это сон, в то время как мы в нем находимся. Otherwise, our dreams are very much like our waking lives. В противном случае наши сновидения очень подобны нашей жизни наяву. So, this afternoon we'll talk more about the use of lucid dreaming for personal development and transcendence. После обеда мы будем больше говорить об использовании осознанных сновидений для личного развития и трансцендентности. So for now I would like to start with a technique of becoming lucid. А сейчас я бы хотела начать с техники того, как стать осознанным. But I want to make sure first that everyone understands what we mean. So that would be in a dream that we know this is a dream. Но прежде всего я хотела бы уточнить, что все здесь понимают, что речь идет о том, что это означает быть в сновидении и понимать, что вы находитесь в сновидении. So we know that we are asleep in bed. То есть мы знаем, что мы спим в кровати. And that there are no external constraints. We can do anything our mind conceives.
И в то же время, что у нас нет вот этих внешних ограничений, мы можем делать все, что наш разум воспринимает. So Vladimir asked, how do I know I'm not continuing that experience? И Владимир спросил, а как мне узнать, не продолжается ли этот мой опыт? So, how do you know right now that this is not a dream? А как вы узнаете, что сейчас это вот не сон? So I would like you to think about that for a moment. Я бы хотела, чтобы вы минутку над этим подумали. And then give answers of how you know that you are not dreaming now. И чтобы вы сейчас сформулировали ответ, а как же, откуда вы знаете, что вы сейчас не спите? Yes. What evidence you have for the fact that this is not a dream? Какие основания у вас есть считать, что это не сон? So, anyone? Ну, кто-нибудь Yes. может сказать? Много тут случаев назвать. Большое количество. Во-первых, можно изменить предмет. Можно изменить Стивенса. Вот. Можно взлететь, попробовать. Можно изменить. I understand, yes. These examples are, if you knew you were dreaming, then you could probably do those things, yes? Вот это примерно того, что если вы знаете, что вы спите, вы, вероятно, можете все эти вещи сделать. Now, you see, you have just made me move. See? Например, вы сказали, вы можете меня сдвинуть So куда-нибудь. that doesn't make it a dream. И это уже не делает это сновидением. So, of course, our ordinary dreams don't seem that much different. Но обычные наши сны не дают такой большой разницы. And besides, did you really, genuinely attempt these things that you know you can do in a dream right now? И действительно ли, искренне ли вы уверены, что вы можете вот прямо сейчас сделать все эти вещи? For example, flying. I didn't see you really try to fly. Я It's не sort вижу, чтобы of вы пытались взлететь. because you don't believe that you were dreaming. Потому что вы не верите, что вы спите. При проверке сон, значит, Just реально. wait and check. Yes, well, Не взлетает, yes. все реальность. But what I'm saying is that particular way of checking, which is in general, if this were a dream, I could do something that I can't do now. Но вот как раз вот этот способ проверки, что я могу сделать то, что на самом деле я сейчас сделать не могу. It's not fully reliable because when we try a test like that in a dream, when we don't believe it's a dream quite yet, that test will often fail. Но он не совсем хороший этот тест, потому что когда во сне мы пытаемся его применить, и в то же время мы не совсем верим в то, что это сон, то этот тест не срабатывает. Because if you don't believe that you're dreaming, you don't think you can fly. Потому что если вы не верите, что вы спите, вы думаете, что вы не можете летать. And that's enough to keep you on the ground. И это вполне достаточно, чтобы удержать вас на земле. So, other ideas? Другие идеи. Во сне более интенсивные чувственные переживания. In dreams I have more intensive emotions and feelings. Sometimes, yes. Да. Sometimes in dreams, very intense emotions. Да, иногда во сне у нас бывают очень интенсивные эмоции. But many dreams, as in laboratory research, when people are awakened from every REM period of the night, the average dream is average. Я имел в виду еще и ощущения тоже. Ну Ощущение вот, себя, тела. he also means the feelings of his body, the feelings of himself, the sensation of Is his greater body. in the dream, Yeah, or greater. in some dreams again? But Опять же, только в некоторых снах. yes. But would the fact that at the moment you don't feel strong emotion or a strong sense of embodiment or movement prove that you're not in a dream? Но если в настоящий момент у вас нет каких-то сильных ощущений или эмоций, это еще не доказывает, что вы не спите. It might suggest it, but it doesn't, in my mind, prove it. И вот я бы даже сказала, что это доказывает это. So I'm being very picky here because I want us to find a way that we can be certain. И я здесь вот очень так точно хочу быть, потому что я хочу найти тот способ, когда мы могли бы быть уверенными. Вот на руке пятки никогда не бывает 5 пальцев. Или 3, или 6, или 7.
Когда считаешь по руке. Это когда во Ну, сне? когда в осознанном сновидении. In a lucid dream, I never have 5 fingers on my hand. Only 3 or 6, but never 5. Yes. When I count them. Yes, but before it becomes a lucid dream, you said. Но это прежде, чем это становится осознанным сновидением. Which is this dream figure in your dream asks you this question. You say, no, this is not a dream because I've got 5 fingers. Но вот это ведь еще до того, как сон стал осознанным. И вот сейчас вы смотрите, нет, это не сон, потому что у меня 5 пальцев. Yeah. See? Ну, у меня главный признак вот какой, значит, происходит раздвоение сознания. Нас как бы двое. Один мыслит так же, как я сейчас, а другой действует. In an alternative state of consciousness, it looks like there are 2 of us. One is thinking and another one is acting. Again, in some dreams. Опять же, в некоторых сновидениях. I remember dreams where it's as if I'm exactly where I am now, that there's just me here, acting in a dream, as I am acting in whatever world this is. Но это опять же в некоторых сновидениях. У меня были такие сновидения, когда я действовал в точности так же, как сейчас я действую. There are some dreams, I understand what you're saying, where I see myself over there, and Есть такие сны, вот я понимаю вас, когда я вижу себя вот там. but there are also some dreams like this. Но есть и такие сны, как вот это. So I don't think we can be certain because your experience now is not like that form of dream, that it's not this form of dream. Ну, то есть мы не можем, опять же, не можем быть уверенными, потому что то, о чем вы говорите, вот к этой форме снов относится, а к этой нет. See? Мне бы хотелось сказать, что наверняка все во снах падали с крыши, с горы. I think all the people had such an experience, like they fell down from the roof or from the mountain. Тонули, но тем не менее мы все здесь. But we all are here now. То есть, то есть мы живы So остаемся. they are still alive. But how would that prove that this were not a dream? А как это доказывает, что то, что имеет место сейчас, это не Ну, сон? я сейчас выпрыгну в окно, в общем-то, не If I jump out of the window now, I imagine we should feel it. Maybe so. I didn't see you jump out the window. Ну, может быть, но я же не вижу, чтобы вы выскакивали из окна. Why not? А почему бы и нет? Because you're afraid of what would happen because you don't believe you're dreaming. Это потому, что вы боитесь, что это может случиться, это потому, что вы не верите, что вам сейчас снится сон. You see, the same problem as we were saying here, that I'm not really trying to fly because I don't believe I can. Это такая же проблема, как и раньше. Я думаю, что я не могу летать сейчас, это потому, что я не верю. Because we don't try to do things that we think we can't do. Потому что мы не пытаемся попробовать сделать те вещи, относительно которых мы думаем, что мы не можем. А вот это осознанное поведение. Из этого, Если я вижу фонтан if I see a во fountain, сне, я как бы останавливаюсь и думаю, фонтан это очень хорошо, я хочу, чтобы был большой фонтан. Фонтан становится очень большой. watching and think, oh, fountain is wonderful, I wanted to make it big. And it А потом я becomes думаю, big. почему бы он так это из воды, лучше бы, чтобы он был из And шампанского. then I think it's water, well, it's better to be champagne. Yes. Да, и он становится. Yes. It becomes. И когда, если я падаю, Yes. And then when I fell down, если я падаю, я как бы со стороны на себя отошла, посмотрела, что да, I я see падаю, это сон. myself from Я хочу летать. outside. I see myself Yes. fall Я уже down не and падаю, I я tell уже that I лечу. want to fly and I don't fall down, I fly. Yes, yes. That is another excellent example of what dreams are like or can be like when you know that they're dreams. Yes? Здесь еще один прекрасный пример того, на что становятся похожими сны, или могут быть похожими, если вы знаете, что это сон. But if you don't know that they're dreams, then things like that don't happen, right? Но если вы не знаете, что это сон, то тогда такие вещи не происходят. Because I have dreams in which I do fall down. Потому что у меня есть сны, в которых я падаю. Because that's what I expect to happen if I Потому trip. что я предполагаю, что это может случиться, когда я путешествую. So what I'm saying is you can't be certain that this is not a dream just because what is happening is not what happens sometimes in your dreams. И вы не можете быть уверенными, что это сон или не сон, потому что там случается что-то, что может случиться во сне или не во сне. Yes. Now, it turns out that there is a reliable way of testing whether or not you are asleep and dreaming or not. Итак, каков же тот способ вот, действительной проверки, спите вы или нет? For example, I
read this piece of paper. It says dreaming and awakening. Например, я читаю вот эту статью, и тут написано сон и пробуждение. I look away. Я смотрю в сторону на вас. I look back and read it again. И читаю это снова. It says dreaming and awakening, exactly what it said И before. опять же здесь написано сон и пробуждение точно так же, как и раньше. I look away at my hand, I look at you somewhere else, and I look back. Я смотрю на свои руки, еще куда-то, и снова смотрю And the назад. third time it still says exactly the same thing И as it just did. в третий раз это опять же то же самое написано. Now, we have experimented with asking people like you in a dream to reread text. И мы делали такие эксперименты, мы просили людей заново прочесть какой-то текст во сне. And found that for 95% of the cases, И в 95% случаев that on the second rereading, the writing will change if you are in a dream. Уже при втором перепрочтении текст изменяется, если вы во сне. And if you reread more than 2 times, then it becomes still more likely. И если вы читаете это снова и снова больше, чем 2 раза, он все менее похож на начальный. Now, why does this work? Итак, почему это срабатывает? Now I am able to pick it up the 4th or 5th or 6th or 100th time. Итак, вот сейчас я могу это вот брать там 4, 6, 100 раз. And still see the same thing because И of все еще видеть ту же самую вещь, потому что that in the quote physical world в нашем физическом мире there's some writing that I am then reading through the sensory input существует нечто написанное вот в этом физическом мире, и я читаю это, используя свои сенсорные вот ощущения. that impinges on my retina and then is transmitted to the back of the brain where I see an image. Сетчатка и дальше передается в определенную часть мозга. But what I'm seeing is mainly constrained by the pattern of light and darkness on this piece of paper. И все это сконструировано светом и тьмой на этой кусочке бумаги. Now in a dream, I can hold up a piece of dream paper, Но во сне я держу в руках кусочек бумаги сновидения. but when I put it down, where does it go? И когда я кладу это на стол, куда она девается? It no longer exists because I am not making it with my mind. Она больше не существует, потому что я больше не произвожу ее своим And so мозгом. I quickly put it up there and here's what it is. Я Nothing. снова беру ее и вижу, что там, а там уже ничего нет. And so I remember what it should say, И я помню то, что она должна была бы говорить, but it doesn't. но она уже этого не делает. The funniest example Самый забавный пример. of someone rereading dream text. He looked at the writing, Некто пытался так перечитать этот текст. he looked away and looked back and saw the letters on little feet running to get back in place. Значит, когда он посмотрел в сторону, а потом снова посмотрел на этот текст, он увидел, что у букв образовались маленькие ножки, и буквы на этих ножках убегали. For some reason, he realized he was dreaming. И у него появилось какое-то основание прийти к выводу, что он спит. So I recommend that test as a simple way you can reliably determine whether or not you are, quote, awake or dreaming. Итак, я предлагаю вам вот этот тест, который вы можете использовать для того, чтобы убедиться, спите вы или это сновидение. A related technique is looking at a digital watch, Подобная техника – это посмотреть на часы с циферблатом. looking away, looking back several times. The rereading of time, То есть тоже посмотреть в сторону и назад несколько раз, заново считывая время, числа. because writing is a difficult process for the brain to produce. Потому что вот письмо – это очень трудный процесс, производимый мозгом. And it will easily fail upon repetition. И он легко нарушается при повторении. Now, there's another reason that I ask you to do this exercise. Есть еще одна причина, почему я просил вас сделать это упражнение. And that is that if you were to ask yourself this question in a lucid dream, Если вы спросите in a regular dream before you knew it was a dream, Итак, если вы зададите себе этот вопрос в обычном сновидении, еще когда вы не знаете, что это сновидение, and you did the appropriate test, looking at your watch
3 И вы times, начнете делать этот тест 20 раз, посмотрев на часы, then you would become lucid. и вы станете осознанным. You might not if you said, well, if this is a dream, I can fly. Но, возможно, это и не произойдет, потому что если вы себе скажете, если это сон, я могу летать. Because I have had exactly that experience of thinking that this might be a dream. Let me see, I'll try to fly. No, not a dream. У меня был подобный опыт, я решила, наверное, это сон, я, значит, могу попробовать летать. И не получилось, и я пришла к выводу, что это не сон. Now, it's not likely, though, that you are going to ask that question in a dream if you don't ask it while you're awake. И нет, это совсем другое, когда вы задаете подобный вопрос себе в сновидении и в пробужденном состоянии. So the first technique for having lucid dreams Итак, первая техника получения осознанных сновидений is to ask yourself, say, a dozen times a day, это задавать себе дюжину раз в течение дня вопрос. how do I know this is not a dream right now? Откуда я знаю, что это не сон вот прямо сейчас? And then do the test И затем делаете этот тест and determine what state you're actually in. и определяйте, в каком состоянии вы находитесь. Now, we don't leave it at that, though, И обычно мы не живем таким образом. because otherwise what you would be learning is the answer is always no, it's not a dream. И если бы мы это делали, то ответ всегда был бы нет, это не сон. So we add to that technique, once you have tested, we then imagine, but suppose this were a dream. Но поэтому мы нечто добавляем в эту технику, а именно, проделав этот тест, мы решаем представить себе, а что бы было, если бы это был сон. What would be like? And then imagine things like flying or doing these magical transformations or the things that you do in dreams. Imagine И it. затем представьте себе, что вы летаете или делаете какие-то трансформации, именно то, что может происходить во сне. Ну, просто вообразите себе. Yes. Say, this is what it's like to know I'm dreaming and to be able to control it. И это вот способ узнать, что вы спите, и получить возможность контролировать это. And tonight I want to remember to do this. И говорить себе, что сегодня вечером я хочу напомнить себе, что надо это делать. Okay. Now, it's important to decide what you want to do with the next lucid dream you have. Очень важно принять решение, что вы собираетесь делать со следующим осознанным сновидением, которое у вас будет. Having the goal merely of becoming lucid is too vague. Если ваша цель просто получить осознанность, она слишком туманна. It's much better if you think something like this. Гораздо лучше, если вы будете думать следующим образом. Tonight I want to become lucid so that I can fly. Сегодня я хочу стать осознанным, чтобы полетать. Or that so I can test what Stephen LeBear said about writing, looking at 3 times. Или я хочу стать осознанным, чтобы проверить тест Стивена Лабержа и перечитать текст 3 раза. Or have an encounter with a dead loved one, or whatever purposes I might want. Попробовать что-то, в общем, поставить какую-то конкретную цель. But to have a particular reason for becoming lucid. Но то есть у вас должна быть конкретная причина для того, чтобы стать осознанным. There are 2 reasons why that is useful. Есть 2 основания, почему это полезно. First, I've already said that it makes your intention, your goal, much more definite and concrete rather than vague. Прежде всего, это делает вашу цель гораздо более определенной и конкретной, а не туманной. But it also avoids the problem that otherwise you will have Но это также помогает избежать проблем, которые бы у вас в противном случае возникли. of saying to yourself, this is a dream, I can do anything. Это вот это сон, я все что угодно могу делать. What would that be? And while you're thinking of all the possible things you can do, И вот вы задумываетесь, а что бы мне тут сделать? И вот всякие возможности там появляются. you wake up. И вы просыпаетесь. Oops. And I'm sure many of you have had that exact experience, to realize you're dreaming and then to wake up immediately. И я думаю, что у многих из вас был этот опыт, когда вы обнаруживали, что это сон, и после этого сразу же просыпались.
later this morning I'll describe some techniques for staying in the dream. Позже я опишу несколько техник, как остаться в сновидении. I would recommend the flying as an excellent first task for lucid dreamers. Я бы рекомендовал полет как прекрасную технику для первых осознанных сновидений. Because it is very educational. It shows exactly how your expectations determine what happened. Это дает очень хорошее образование, обучение, показывает вам, как ваши ожидания могут осуществляться. So you jump into the air and are flying. То есть вы подпрыгиваете в воздух и летите. And then you say, wait a minute, I can't do this. И вдруг в какой-то момент вы себе говорите, подождите минуточку, я же не могу это делать. And the moment you have that thought, В тот момент, когда у вас возникает эта мысль, вы вниз. and then you think, oh, yes I can. И тогда вы думаете, нет, я же могу. It is precisely related to what you think is possible. Это в точности соотносится с тем, что вы думаете о том, что возможно. You see, some things in dreams are entirely determined by expectation. И все, что вот в этих снах, оно в сущности определяется вашими ожиданиями. Yes. Like whether or not you can fly. Ну, например, можете или не можете вы летать. Some other things may not be. Еще некоторые вещи может и не быть. Because they are mental processes that normally use something outside of ourselves for it to work properly. Потому что вот эти ментальные процессы, они обычно требуют чего-то находящегося вне нас, чтобы работать соответственным образом. So this is the first technique. Итак, это первая техника. Another important way of learning lucid dreaming Еще один важный способ обучения осознанным сновидениям is to become familiar with what your dreams are like. это хорошо изучить, на что похожи ваши сны. In order to have dreams, lucid dreams, and remember them at all, of course, you have to remember your dreams. И прежде всего, чтобы иметь осознанные сновидения и помнить их, прежде всего вы вообще должны помнить ваши сновидения. So for lucid dreaming to be reasonably easy to do, you have to be remembering at least one dream a night. Для того, чтобы легко было перейти к осознанным сновидениям, вы должны помнить, хотя бы одно сновидение за ночь. If your dream recall is less than that, then you have too little familiarity with what your dreams are like to expect to recognize them when you're there. И если у вас есть такой уже опыт сновидений, и вы знаете, на что похожи ваши сны, то вам легче осознать, что это сон. So, for example, it might be that to take a metaphor. Например, если взять метафору. Suppose what my dreams were like this: to be visiting Moscow for the first time. Например, мои сны были посещение Москвы первый раз. Where much is familiar and works the way it does everywhere. И это, в общем, как-то понятно, как это происходит, и как это происходит везде. But there are some oddities. Но там были некоторые черты. For some reason, I can't read anything. По какой-то причине я ничего не могу прочесть. Now, for me to use that fact about my dreams, which doesn't happen to be so, but it's an example, I would need to know my dreams often have writing that is in Cyrillic. И вот, чтобы понять, что это сон, я должен осознать, что что-то в моих снах содержит письмо на кириллице. And if I notice writing like that, I say, hey, this might be a dream. И если я увижу, что что-то написано таким образом, я могу подумать, наверное, это сон. So I have to remember my dreams to know that. И так я должен помнить свои сны, чтобы знать это. To give a real example. Но чтобы дать более реальный пример. I often have a dream that I am in some foreign city at a scientific conference. У меня часто такой сон повторяется, что я нахожусь в каком-то иностранном городе на конференции. And I am talking with colleagues in a meeting hall. И я разговариваю со своими коллегами в зале, где все встречаются. And I get at that point the idea, thank you, I think I will go back to my hotel room. И в какой-то момент я говорю, да, спасибо, я лучше пойду назад в свою комнату в отеле. Then I
can't remember where my hotel room is. И я не могу вспомнить, а где же моя комната в отеле? Why not? Почему нет? Anybody answer? Кто может ответить на этот вопрос? Because I don't have a hotel room. Да просто потому, что у меня нет комнаты. It's a dream. Это сон. I expect I ought to. Я предполагаю, что она у меня должна быть. Because I'm in a foreign city at a conference and I always do. Потому что я нахожусь за рубежом на конференции, у меня она всегда там есть. But that's all there is to the dream, so I don't have a room. Но поскольку это все во сне, то на самом деле у меня этой комнаты нет. A very similar dream will be to have gone to some place, to the opera, for example. И подобные сны, например, вы куда-то в другое место направляетесь, например, в оперу. And to be ready to return home. И вы хотите оттуда вернуться домой. And either not to be able to find my car. И вы не можете найти, я не могу найти свою машину. Or to be in the car and then not to be able to find the streets. Или уже находиться в машине, но не в состоянии найти свою улицу. I thought there was a freeway exit here, but there's not. То есть я думаю, что здесь вот скоростная дорога, но ее на самом деле там нет. Or that I leave, I say, one moment, I'll be right back. And I walk out of the room. И я думаю, что вот я сейчас говорю, я вернусь, я выхожу из комнаты. And then I can't find the room anymore. И я больше эту Where did комнату it не go? могу найти. Куда It она disappeared. делась? Она исчезла. And I can't find my way back. Я не могу найти дорогу назад. So have you all experienced something like that, where there's some change in your dream? Приходилось ли вам что-то подобное видеть в своих снах, когда происходило такое изменение? And that is one kind of what we call dream signs. Это вот одна из тех вещей, которые мы называем признаками сновидения. These are parts of dream content that can tell you that you're dreaming. Есть определенная часть содержания сна, которая сама может вам сказать, что вы спите. Now, you probably mostly don't have dreams of going to scientific conferences in foreign cities. Возможно, у большинства из вас нет повторяющихся снов о том, что вы находитесь на конференции за рубежом. So that's not a useful dream sign for you. Поэтому, может быть, это не очень полезный признак сновидения для вас. That's why you need to study your particular dreams. Именно поэтому вам надо внимательно изучить именно ваши сны. To find out what's dream-like about them. Чтобы найти, что же в них такого вот напоминающего сновидения. Yes. That's described in the Course in Lucid Dreaming. The first segment is about exactly keeping records of your dreams and then studying the dream signs. Вот это описано в первой части книги по осознанным сновидениям. Это как записывать, анализировать сны. And this is a very important technique because it's how people are able to really learn how to have lucid dreams, because they start to notice what are the commonalities, the similarities in all of their dreams, and they begin to recognize, yes, this feels like one of my dreams. И это исключительно важная часть техники, когда вы изучаете свои сновидения, запоминаете, и тогда уже вы можете прийти к выводу, что да, вот это относится к моим сновидениям. So does everybody understand those two methods? Все ли понимают эти два метода? So are there any questions about those methods? Есть ли вопросы относительно этих двух методов? Yes. And I will say, by the way, when I'm talking, if there's something that you don't understand, please raise your hand at that point. If you want to ask a question that is not exactly on the topic of what I'm saying, please wait until the end of each session where we'll take some general questions. But if there's something you don't understand, Если по ходу рассказа происходит, вы обнаружите, что вы что-то не понимаете, пожалуйста, поднимите руку. Если же у вас возникает вопрос, который не совсем относится к тому, о чем мы говорим непосредственно сейчас, тогда, пожалуйста, подождите до перерыва, и там будет время на то, чтобы ответить на эти вопросы. So, one other technique. Еще одна техника. That is related to the first one I described that had three parts to it, which was reality test, and then imagining you're dreaming, and then doing in your dream what you want to do. Она относится к первой, которая состоит из трех частей. Первый – это тест на реальность, второй – надо представить себе, что вы делаете, и третий – там попробовать что-то. Is the technique that I have used the most personally.
Это та техника, которую я лично в основном использую. And it, I think, is well suited to people who meditate. И она хорошо подходит тем, кто занимается медитацией. It involves waking up from a dream sometime in the middle of the night. Она включает в себя пробуждение от сна иногда в середине ночи. And you have to recall the dream. И надо припомнить сон. You tell yourself the story of the dream. Вы рассказываете себе историю этого сна. And then, as you're lying in bed going back to sleep, И затем вы остаетесь в постели, вы снова засыпаете. you imagine yourself being in that dream. Вы представляете себе, что вы все еще находитесь в этом сновидении. And this time, you recognize the dream signs. И в этой ситуации вы начинаете распознавать признаки And then сновидения. you see yourself becoming lucid, И вы видите, что вы становитесь осознанными, and then doing what you want to do in your dream. и вы можете делать то, что вы хотите делать в сновидении. And you say to yourself, the next time I'm dreaming, I want to remember to recognize that I'm dreaming. И вы в этот момент говорите себе, что в следующий раз, когда я буду видеть сон, я вспомню, что я вижу сон, и узнаю его. So, you have just visualized what it is you want to do. Итак, вы должны визуализировать то, что вы будете делать. And you've said in words to yourself, here's what I want to do. И вы словами себе говорите, вот это то, что я собираюсь делать. I want to recognize I'm dreaming next time I'm dreaming. Я хочу распознать, что я сплю в следующий раз, когда я буду в сновидении. And you repeat this several times, И вы повторяете это несколько раз, maybe a dozen times, может быть, дюжину раз, until you feel that your mind is clearly set on your intention. до того момента, когда вы убеждаетесь, что ваш разум полностью воспринял это ваше намерение. And then you just go to sleep. И после этого вы спите. If you find that you start thinking about something else Если вы обнаруживаете, что вы начали думать о чем-нибудь еще, that doesn't have to do with your intention to become lucid, не относящимся к вашему намерению стать осознанным, then you must go back and do another cycle. тогда вам надо вернуться и проделать этот цикл еще раз. Seeing yourself in the dream that you just woke up from, recognizing that it's a dream, and becoming lucid and doing what you want. То есть вы снова представляете себе, что вы находитесь в том сне, от которого вы проснулись, представляете себе, что вы в этом сне находитесь осознанными, и говорите себе о том, что вы осознаете. And so, again, you're drifting off sleep, but maybe you'll think of something, what do I need to do when I get out of bed, or something. И, может быть, Let после it go. этого вы начинаете засыпать, и вы опять начинаете думать, что вы должны сделать завтра после того, как проснетесь. And come back to your intention. Тогда снова прервите это и вернитесь назад к вашему намерению. This is exactly the same kind of technique as the concentrated meditation when you're focusing on your breathing or the space in front of you and excluding other thoughts. Это в сущности та же самая техника, которая используется в медитации, когда вы концентрируетесь на чем-то, например, на вашем дыхании. Where the moment that the other thought arises, you pinch it off. И когда какая-то другая мысль появляется, вы избавляетесь от The нее. main difference is in the usual meditative practice. It's not so much that you're thinking one thought and excluding others, but you're trying to think no thoughts. But this time, there's one thought that you're allowing, and only one. Разница состоит в том, что в медитации вы пытаетесь исключить все мысли, чтобы у вас не осталось никаких мыслей. А здесь вы концентрируетесь на одной мысли и отгоняете все другие. So what happens is then if you go to sleep having thought nothing but what you want to do next, И вот что происходит, когда вы засыпаете, если у вас есть в точности одна мысль о том, что вы хотите сделать, 45 minutes or an hour later you're in another dream and suddenly you remember there was something I wanted to do. может быть, там спустя 40 минут или позже вы оказываетесь в сновидении, и вдруг у вас в памяти вспыхивает здесь что-то, что я должен был здесь сделать. Oh yes, to become lucid, and you are. Ну как же, я же должен был осознать себя, и вот тут это и происходит. So you see, in this term, lucid dreaming is simply a matter of remembering to do something that you decide now, later. И в этом случае осознанное сновидение – это просто то, что вы делаете, как бы то, что вы преднамеренно хотели сделать заранее, это случается чуть позже.
Now, this is something that you all know how to do already. И это что-то, что вы, в общем-то, уже, наверное, знаете, как делать. We're not usually very good at this, but we can set our mind to remember to do something later in the day. Обычно мы как-то не очень хорошо этим пользуемся, но даже в течение дня мы планируем, что вот сейчас мы должны не забыть что-то, что мы должны сделать позже. I must remember after the session to ask Vladimir about our Air France flight. Например, я должен не забыть после окончания занятия спросить Владимира о авиакомпании Air France. And so you understand how we do these things. То есть вы понимаете, как мы делаем подобные вещи? Because people are not very, we usually write notes. Ну, обычно мы делаем себе какие-то заметки, Reminders. чтобы памятки. It can be difficult, though, to write a note that will be there in the dream. Но очень трудно что-нибудь написать на бумажке, чтобы это было во сне. Although I will in a moment talk about an example. Хотя я чуть-чуть позже приведу вам пример. But first we want to be able to use a purely mental reminder. Но мы должны использовать такое ментальное памятку, напоминание. And again, this is described in the course. И опять же, это тоже описано в этом курсе. It is the mnemonic induction of lucid dreams, Это мнемоническое индуцирование осознанных сновидений, which refers to the using the visual imagery from a particular dream, the one that you just had. это использование конкретного образа из того сновидения, которое мы только что видели. To set your mind to become lucid. Чтобы настроить ваш разум на то, чтобы он стал осознанным. There are several reasons why this technique is so effective. Есть несколько причин, делающих эту технику очень эффективной. One is that if right now you say, tonight, I wish to recognize I'm dreaming. Если вы себе скажете, вот сегодня я хотел бы, чтобы я стал осознанным во сне. It will seem rather vague to you. What is dreaming? Потому это будет все достаточно туманным, потому что значит сновидеть? But when you've just awakened from a dream that you vividly recall, Но если вы только что проснулись от сна, который вы сейчас сами себе напоминаете, so when this happens again, when I'm in this state that I was just in, again, I want to remember. вот здесь я могу сказать, что вот когда это состояние, которое я еще ощущаю, когда оно снова произойдет снова, вот здесь я хочу его запомнить и вспомнить. And that makes it much easier to do that. И тогда это гораздо легче осуществить. It's also the case that when you wake up from a dream, Это также вот в этом случае, если вы просыпаетесь от сна, the state of the brain, of the dreaming state, persists for several minutes. вот это сновидческое состояние мозга, оно еще в течение нескольких минут сохраняется. There is a phenomenon of learning and memory called state-dependent learning. Есть такой феномен обучения, это связано с памятью, это обучение, зависящее от состояния. The classical example is a person who, when he has had too many vodkas, finds a particular, let's say, bar or restaurant, but when he's sober can't remember where it is. But then again, when he's drunk later, he can remember it. Ну вот такой вот пример, когда кто-то очень сильно надрался водки, и в таком состоянии он находит какой-то бар, где ему очень хорошо, в трезвом состоянии он не может вспомнить, где был этот бар. Но если он снова напьется, то в пьяном состоянии он легко найдет туда дорогу. Yes. So, and there are many other examples, because one of the cues we use to help us remember things is the state of the brain. И можно привести много других примеров, потому что один из ключей, как использовать это использовать само вот это состояние мозга. For example, our brains, because as we'll talk this afternoon, are the product of biological evolution, we remember things in relationship to important biological contexts. И поскольку наш мозг является продуктом биологической эволюции, мы запоминаем вещи в зависимости от важности вот этого биологического контекста. For example, if I feel strong fear now, например, если я сейчас испытываю сильный страх, I will remember what I have done in other fearful situations in the past.
Я легко вспомню те ситуации в прошлом, в которых я испытывала такой страх. which could help me to deal with the current situation. И это поможет мне разобраться с тем, что происходит сейчас. A more neutral example is when you walk into a restaurant, you immediately remember how restaurants work. Или более такой нейтральный пример, если вы входите в ресторан, вы мгновенно вспоминаете, как вообще в ресторанах все происходит. It would be strange to walk into a restaurant and start thinking about how museums are set up. Потому что было бы странным, если бы вошли в ресторан и начали думать о том, как все в музеях организовано. Our brains are designed to let us remember things that are relevant to the situation that we seem to be in. Наш мозг сконструирован таким образом, что он напоминает нам о ситуациях, относящихся к той, в которой мы сейчас находимся. So you know that your dreams are difficult to remember. Вы знаете, что вам трудно запоминать сны. And one of the reasons this may be true is because of the state-dependent learning. И одна из причин этого, возможно, связана с этим вот обучением, зависящим от состояния. So by setting our intention right after we woke up from a dream, we can then be closer to the dream. И когда мы устанавливаем наши намерения в состоянии, когда мы только-только вышли из сновидения, то мы оказываемся очень близки вот к нужному состоянию сновидения. And that makes it then easier to remember what we want to do while we're in the dream. И тогда нам гораздо легче вспомнить, что мы должны делать, когда мы находимся во сне. Now, we advise people to practice memory for future intentions in the waking state before they try this exercise. И мы предлагаем людям практиковать запоминание будущих намерений вот в том состоянии, когда они только просыпаются. The course describes various targets that you decide to remember, such as on your way home tonight, halfway between here and your home, you will check how many miles or how many kilometers it was. Ну, вот в курсе описаны различные цели, которые можно ставить себе при таком обучении. Например, сегодня вечером по дороге домой на определенном участке этой дороги вы будете фиксировать, сколько там миль или километров вы проезжаете. Now, the importance of that example is it's something that you don't care about at all. И важность этого примера состоит в том, что на самом деле он не представляет, вы об этом вообще не заботитесь. Except as a means of perfecting your memory. Единственное, это работает на улучшение вашей памяти. Yeah. And if you find that you can learn to reliably say, I'm going to remember to do this thing, whatever it is. Если вы научитесь и будете видеть, что вы можете положиться на вашу способность, что дать себе команду запомнить и помнить это. While you're awake, then you're in the position to do it in the dream. Если вы можете это делать в пробужденном состоянии, то тогда вы сможете делать это и во сне. So you practice until you know, okay, I know how to do this, and then I'm going to do the mile technique, and it will work. И когда вы убедитесь, что вы можете это делать, вы сможете сделать вот эту другую технику, и она тоже сработает. Okay? So now we have developed devices that use all of these techniques in one method. И мы разработали приборы, которые позволили объединить все эти техники в один метод. Yes. So this Nova Dreamer Вот этот Nova Dreamer is a mask that you wear while you're sleeping. это маска, которую вы одеваете, когда вы спите. It has a sensor, an infrared sensor, Там есть инфракрасные сенсоры, that determines when your eyes are moving. которые фиксируют движение глаз. Do you have stores that you walk in and a bell rings that interrupts the light beam, or example in your culture? Ну вот я не знаю, есть ли у нас какие-то примеры, например, в магазинах или еще где-то, где используется световой луч для прерывания какого-то. In any case, it's a technology that sees your eyes are moving, and therefore that you are in dreaming or rapid eye movement sleep. То есть это технология, которая позволяет фиксировать быстрое движение глаз, которое свидетельствует о том, что у вас идет сновидение. And then it causes lights to flash. И после этого начинают вспыхивать огоньки. And these lights flashing can appear in your dream. И эти вспышки You света, become lucid. вы становитесь осознанным. So what this is a dream sign.
Итак, что это такое? Это просто признак сновидения. Something that's going to tell you that you're dreaming. Что-то, что говорит вам, что вы спите. But a very specific one. Но это очень специфический признак. Okay. Does one blink the lights at an intermission of the opera or the concert in Russia? Yeah. Yes. So. Ну вот есть такие мигающие освещение, которое используется там на концертах, в театре. Meaning the show is about to start. И оно, ну как бы вот показывает, что шоу должно начаться. Okay. And the same thing exactly in the dream, that you И то же самое происходит здесь в сновидении. see either the lights in the room flash, lightning bolts. То есть это в том, что увидеть, там появляются какие-то сверкающие лампочки или еще что-то. Someone may have yes. There are many, many techniques. Again, the manual describes hundreds of ways that the lights appear. Вот в этом учебнике описываются сотни способов, какими эти огоньки могут появиться во сне. And you simply prepare your mind to recognize what it means. И они просто подготавливают ваш разум к тому, чтобы распознать, что это означает. So this is being a reminder. You're already trying to remember to do something, to recognize you're dreaming, and then you get a hint, a reminder. То есть это все представляет собой своего рода памятку, то есть это дает вам намек и напоминание о том, что происходит. And then you become lucid. И после этого вы становитесь осознанным. But if you're using this device without trying already yourself to remember, Но если вы используете это устройство без того, что вы пытаетесь сами себе напомнить, then it's not likely to help. это вряд ли вам поможет. Когда это? Если вы пытаетесь работать с этим устройством, но при этом не даете себе намерение помнить, то это вряд ли поможет. Okay, there's another way that the Nova Dreamer helps a person to become lucid. Есть еще один способ, как новодример помогает стать осознанным. It has a snooze button. Do you have on alarm clocks to turn them off? Вот есть To wait 10 minutes. Кнопочка на будильнике, которая дает задержку на 10 минут. Because when we're falling to sleep, our eyes move as they do when we're dreaming. Поскольку когда в процессе засыпания наши глаза двигаются так же, как и позже в процессе сновидения. You push the button in front of the mask like this. И вы нажимаете кнопочку в начале на вот этой маске. It makes a flash of light. Она показывает вот такое мигание. And at the same time a beep of sound. И в то же время такой гудочек. Now, each time you press the button, it adds 10 minutes of delay. И каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, она добавляет 10 минут отсрочки. So if I push it 6 times, then the Nova Dreamer will not give me any reminders for 1 hour. И если я нажму это 6 раз, то значит в течение часа новодример не будет включать напоминания. So at the beginning of the night, you push it 6 times, and then after 90 minutes, you have your first REM period, and then the lights will start flashing. И может быть в течение часа он не работает, и затем может быть там через 90 минут у вас начинается быстрое движение глаз, и он срабатывает. And so the lights flash, and suppose at first they wake you up. И, допустим, первый раз заставил вас проснуться. Then what you do is you push the button. Тогда что вы делаете? Вы просто нажимаете на эту кнопочку. Say 3 times. Например, 3 раза. And then go back to sleep. И снова That продолжаете delays спать. for 30 minutes, letting you fall back to sleep. И у вас есть 30 минут на то, чтобы спокойно заснуть. And then the next REM period comes along. И затем снова приходит следующий период движения глаз. You start dreaming again. The Nova Dreamer detects that, gives the flashing lights. И снова срабатывают огоньки. And you think it woke you up again. И, возможно, это снова заставляет вас проснуться. And so you push the button. И тогда вы снова нажимаете на кнопочку. But this time, it doesn't work. Но в этот раз оно не срабатывает. Push the button, nothing Снова happens. нажимаете кнопочку, не Why срабатывает. not? Почему нет? Because you're dreaming.
Потому что вам это снится. You see, because the Nova Dreamer awakened you the first time, И потому что новодример разбудил вас в первый раз. now you have the expectation, flashing lights, oh, it will wake me up. And you have a dream that it woke you up У вас instead. есть такое ожидание, что если замелькали огоньки, то это вас заставит проснуться. И вот вам снится, что вы проснулись. And you have a built-in reality test, И вот у вас есть тест на реальность. just like the rereading text. Это так же, как перечитывание текста. Because this Nova Dreamer Потому что этот новодример, has a little computer chip in it, в нем есть маленький компьютерный чип, and that's why when I push the button, the lights flash immediately, and you hear a sound at exactly the same и time. именно поэтому, когда нажимаю кнопочку, одновременно мелькают огоньки и раздается гудок. Now, do you think if you saw a Nova Dreamer in your dream, that in that Nova Dreamer would be a dream computer chip that would be programmed to do exactly what this... Вы думаете, что если вы увидите этот новодример в вашем сне, то там в этом новодримере будет реальный компьютерный чип, который будет срабатывать, когда вы нажмете на кнопочку? No. So, the way that we are able to see the light and hear the sound and feel the sensation of pushing the button all at the same time И вот способ, когда мы можем одновременно с нажатием кнопки увидеть вспышки и услышать звук, is because of our sensory systems taking in information at the same moment. это происходит благодаря тому, что наша сенсорная система одновременно воспринимает эту информацию. But remember, in the dream, there's no sensory input from the outside world. Но в нашем сновидении нет сенсорного ввода информации из внешнего мира. So the only thing that ties together the light and sound and sensation is your expectation. И единственное, что объединяет свет, звук, это ваши ожидания. And that turns out not to be good enough to represent it exactly. И оказывается, что это все недостаточно хорошо, чтобы в точности повторить все. Most things in dreams work realistically, but machines and the really new technology that our brains were not evolved to understand Многие вещи в сновидении работают очень реалистично, но что касается разных устройств, новых технологий, которые являются сложным продуктом мозга, это не так. they tend to malfunction. Они обычно не функционируют. So, next time you find some piece of Russian technology that doesn't work, you should ask yourself whether or not you're dreaming. И в следующий раз, когда вы столкнетесь с какой-нибудь российской технологией, что-то у вас не будет срабатывать, подумайте, может быть, вы спите. So, yes, I know that just because something doesn't work doesn't prove you're dreaming. Конечно, я знаю, что если что-то не работает, это еще не означает, что вы спите. But it is a good sign with this, that if you push the button and it doesn't work, especially since then you fly out of the bed next. Но это очень хороший признак, когда вы нажимаете на кнопочку, и все это не срабатывает, и вы при этом находитесь в постели. So you see, the device is designed to do what you can do without it. You don't need the device, it just makes it easier to practice. Это устройство предназначено, в общем-то, для того, что вы можете сделать и без него. Оно создано лишь для того, чтобы облегчить эту практику. It uses the same principles that you can, with perhaps more effort, use with purely mental techniques. И, в принципе, немного больше усилий приложив, вы можете достичь того же, используя чисто ментальные техники. Okay. So, does everybody understand how the Nova works and the techniques that we described? Всем ли понятно, как это работает и как работают техники, которые мы описали? Okay, good. Let's see. I want to talk about one more very important technique for having lucid dreams. Я хочу поговорить еще об одной очень важной технике получения осознанных снов. And then we'll take a very short break to get up and go to the restrooms or just wake up. И потом мы сделаем очень короткий перерыв для того, чтобы встать, подвигаться, проснуться. Okay. We have found in our research В наших исследованиях мы обнаружили, that if you let's say you ordinarily sleep 8 hours, обычно вы спите 8 часов,
if you get up after, say, 6 hours И если вы встаете после 6 часов and stay awake for 30 or 60 minutes, и находитесь в пробужденном состоянии 30-60 минут, and then go back to bed for 2 hours, и затем еще идете поспать пару часов, you are much more likely to have lucid dreams in that last 2 hours of the night. вы, скорее всего, легче получите вот в эти 2 часа осознанные сновидения, чем ночью. In our experiments, people varied from 5 to 20 times higher rates of lucid dreaming in that last section. В наших экспериментах люди получали чаще осознанные сновидения чаще в 5 или даже в 20 раз. So it's a very powerful interaction. Это очень мощное взаимодействие. So what we now recommend that people do if they want to get the most results for their effort И вот, чтобы мы рекомендовали тем, кто хочет получить максимальный результат от своих усилий, is to pick, say, 1 day a week that you can sleep late. это выбрать один день в неделю, когда вы можете долго спать. If in your ordinary week you have to get up with an alarm or something, don't try it then. Если это в течение вашей обычной рабочей недели, когда вы вынуждены вставать по будильнику, не надо это делать. Perhaps a Sunday morning, but sometime that you can sleep late and there's nothing that's going to necessarily get you up. Pусть это будет воскресное утро, в общем, какой-то день, когда вы можете долго спать, и ничто вас не заставит торопиться вставать. Then you wake up 2 hours before you usually would. Итак, вы просыпаетесь за 2 часа до вашего обычного времени. It's best to wake up from a dream that you first tell yourself and remember, maybe write it down. Лучше всего проснуться вот в состоянии, когда вы видели сон, и вы запоминаете его, рассказываете себе и записываете. And then stay awake, actually get out of bed. Встаете с постели. At a minimum, you must sit up in bed. Как минимум вы должны сесть в постели. You can't just lie there. You have to either get out of bed or sit up in bed. То есть вы должны полностью как бы или встать с постели или хотя бы сесть. And essentially wake up completely. И действительно полностью проснуться. Then for a half an hour or 60 minutes, Затем полчаса или час you can either read about lucid dreaming, focusing your mind about the idea, thinking about what you want to do. Вы должны, например, или что-то почитать об осознанных сновидениях, или постараться сфокусироваться на этой идее, о том, что вы хотите. Or meditate, clearing your mind of other things. Или просто медитировать, почистить ваш разум. You see, we want to either think about lucid dreaming or nothing else. И вы должны думать или только о осознанных снах, ни о чем больше. And then go back to sleep and do the mild exercise we described before of focusing your mind, being in the dream that you just woke up from before you got up. Затем вы возвращаетесь в постель, делаете то самое упражнение, о котором мы говорили, вы возвращаетесь в этот сон. And then becoming lucid in your next dream. Затем вы становитесь осознанными в вашем следующем сне. And in fact, we recommend that the Nova Dreamer be used in this fashion rather than wearing it all night long, which can be uncomfortable for some and not as effective as wearing it for the last several REM periods of the night. И вот мы рекомендуем использовать новодример именно в этот период, а не спать с ним всю ночь, что не очень удобно. И именно здесь это будет эффективно. Yes. So, I recommend this method because in our experiments, when people did this 4 times, most all of them had a lucid dream at least once. И мы советуем это, потому что в наших экспериментах, если это делать хотя бы 4 раза, уже, по крайней мере, 1 раз приходило осознанное сновидение. So, the major effort is to say, I want to get out of bed before I'm ready to get up. И самое основное усилие – это сказать себе, что я должен встать с постели гораздо раньше, чем я должен вставать. But notice we're not asking you to limit your sleep. We're saying you get up early, stay awake for a period, and then go back to sleep for the same period of time. Но опять же мы говорим, что мы не хотим ограничить количество вашего спанья, то есть вы встаете раньше, но затем вы возвращаетесь в
постели. So if you have small children, for example, and it seems impossible to sleep late, И если, например, у вас маленькие дети, просто невозможно поспать подольше, you get up at the time they get up, вы встаете тогда, когда они встают. but then arrange to take a little nap. Но затем вы как-то обеспечите себе возможность еще немножко поспать. So the two factors that are important is the interruption of sleep Итак, здесь два важных фактора. Первый – это прерывание сна. and the timing of late in the sleep cycle. И затем позже вот, снова завершение этого цикла спания. And that puts the brain in the optimal condition for lucid dreaming. И опять же привести ваш разум в оптимальное состояние для осознанных сновидений. Okay? So, any questions or comments about what we've talked about this morning? Итак, есть ли вопросы или комментарии по поводу того, о чем мы говорили? А в последней технике я должен проснуться вот на 2 часа раньше обычного при помощи обычного будильника, я так понимаю, да? And with this last technique, whether I should get up 2 hours earlier using the regular alarm clock? Well, the question is, should you get up earlier using an alarm clock? I'd say if you would not otherwise awaken, yes. Да, если вы по другому способу проснуться не можете, то да. Yeah. It's not optimal. Это не самое оптимальное. The best thing is to awaken from a dream, Лучше всего проснуться, когда вы видите сон. because then you have something to think about as you're going back to sleep. Потому что в этом случае у вас есть что-то, о чем вы можете подумать, прежде чем снова заснуть. If you wake up with an alarm clock and don't remember a dream, Если then вас будет будильник, и при этом вы не помните свой сон, it's not so easy as you're going back to sleep to set your mind on doing what you want. уже не так легко настроить ваш разум на все это, прежде чем вы снова будете спать. А какую максимальную задержку дает новое время? Он сказал, что если типа 6 раз нажать, то What is the maximum 60 минут. delay which 5 this часов я могу сделать algorithm это. give you? Many hours, but I was going to say if you have a Nova Dreamer, another way to do this is you can set a delay for, say, I want to be awakened after 5 hours or something. Он with дает, it. это может быть много часов. Or 6 hours. Можно настроить его так, чтобы эта отсрочка была на 5-6 часов. And then you use the function called the dream alarm. И в этом случае вы используете будильник специально здесь. The dream alarm is designed to awaken you 5 minutes after it determines that you are dreaming. И вот этот будильник спроектирован так, что он пробуждает вас за 5 минут до окончания сновидения. 5 минут после того, как начали сновидеть. Да. And therefore it makes it easier to be awakened from a dream that you are going to remember them. И в этом случае это помогает вам запоминать сон. Now, Какие-то противопоказания? Are there some side effects of using this technique? the main side effect is the loss of sleep. Ну, главный такой нехороший побочный эффект – это нехватка сна. And really, that's all. Это Я все. имею в виду психологические проблемы у людей. What about psychological problems? None that I know of. I mean, Насколько известно, нет. to develop dream awareness, you have to awaken from your dreams. Чтобы развить осознание сна, вы должны проснуться из вашего сна. And if I think the usual idea of what a good night's sleep is, you go to sleep, you wake up, and nothing happened in between. Потому что обычно такое представление о том, что такое ночной сон, это вот вы засыпаете, вы просыпаетесь, а между этим ничего не происходит. That means you forgot all those dreams. Это означает, что вы просто все забыли. But if you want to cultivate your awareness of dreams, Но если вы хотите культивировать вашу Имеется в виду, не осознанность, может ли это толкнуть человека склонного к психопатологии каким-то... what about the people who have some problems with psychopathology and so on? well, I would not want to say that a person with some kind of psychopathological problem would not have some difficulties with lucid dreaming, because that same person is going to have problems with being in this seminar, being in any social situation, right? Но я не могу сказать, что не будет никаких проблем у человека, склонного к психопатологии, потому что у него же будут проблемы и с тем, чтобы просто участвовать на семинаре и просто быть в обществе. And so some people will get into trouble in any situation. Есть люди, у которых проблемы возникают в любой ситуации. But I know of no specific
difficulties arising from lucid dreaming. Но мне неизвестны никакие специфические трудности, возникающие при использовании. Especially if you compare it with its alternative, Особенности, если сравнить с альтернативой. which is non-lucid dreaming. Это неосознанные сновидения. People can be very frightened by dreams, yes? Например, люди могут быть очень напуганы своими снами. Sometimes people are in lucid dreams and then they say, something's wrong, I'm stuck in another world, and they get frightened. И, например, люди могут, не находясь в осознанном сновидении, увидеть что-то, что очень сильно их напугает. But that's normally a failure of lucidity. Это обычно происходит, если этот человек думал, что это осознанное сновидение, то обычно это вот провал в его осознанности. And the fact that people may be frightened by those experiences is no worse than the fact that they're frightened all the time by nightmares. Но если людей вдруг напугал почему-то такой опыт, это ничуть не хуже, чем то, что как пугают обычные ночные кошмары. We have received on the order of 20 or 30,000 letters from people. Мы получили порядка 20-30 тысяч писем от людей. Maybe 3 or 4 have spoken of finding lucid dreaming unpleasant. Может быть, 3 или 4 сказали о том, что им было как-то неприятно иметь осознанные сны. Usually because they feel their lives are too busy. There's too much happening all night long, and Главным образом потому, что им казалось, что они становятся слишком занятыми, слишком много всего происходит в течение ночи. and it can be confusing then. И это заставляет их чувствовать растерянность. But I have found for people like that who have very vivid dream recall and have a lot of lucid dreams, what they need is they need some training about how they can use that beneficially. Но вот те люди, которые получают много осознанных сновидений, то, что им нужно, это определенный тренинг, как это все эффективно использовать. And that once they know how to do it, then they find it is a great talent, a benefit. И когда они понимают, как это использовать, они приходят к выводу, что это великолепный дар и очень выгодная вещь. По прибору, по поводу прибора, планируется ли его модернизация, то есть, когда при использовании этого прибора выявляется очень много, скажем, недостатков? In the process of using the device, you might find a lot of things to change, whether you are going to make a new version of it. Yes. Well, there already is another version of it that Vladimir is about to get a prototype of any day now. Уже есть новая версия этого прибора у Владимира. that lets you connect. Владимир скоро получит. Да, Владимир скоро получит. That lets you connect one of these devices to a personal computer. Например, можно подсоединить этот прибор к личному компьютеру. This lets you do things like say, I want it to wake me up at a certain hour of the night. И тогда можно, например, дать команду пробудить в определенное время ночью. And to change on a computer screen many parameters that you can't change in the NOVA very easily. И легко через экран компьютера можно изменить легко массу параметров, которые вы не можете изменить в приборе. And also to keep track of your results. И вы также можете отслеживать ваши результаты и сохранять их в памяти. One of the ways in learning to use this device, you have to find out what is the right brightness for you, for example. Например, одна из важных вещей при использовании – это правильная яркость. So this, for example, is the dimmest setting for a light sleeper. Ну вот, например, вот эта установка для спания. Yes. And then here's the next one. I'm sorry, that was actually the flexible mode. Ну вот это был такой гибкий The adjustable mode. Here is the light sleeper, just 4 dim flashes. Вот первый это был такой вот настраивающийся гибкий режим работы, а вот сейчас это для людей с поверхностным сном. Да. Light sleepers, поверхностный сон. And here's the next for medium sleepers. А это вот для средней глубины. And this for deep sleepers. А это вот для глубокого сна.
Главный недостаток – это ложное срабатывание. Раз. Потом нужно в этой маске спать. Ее можно, если применить способ модулирования, то есть частоту увеличить, частоту увеличить где-то 30 герц, можно, килогерц можно при свете прямо спать. То есть со спокойным настроем. Absolutely. For me, to try to use this in this weather, forget it. Ну да, я вот, например, в такую погоду здесь не стал бы это использовать. What I do at home, if it's on the warm side, I have a fan right next to my bed. И дома я устанавливаю вентилятор прямо около своей постели. Then it's okay. Тогда все в порядке. Otherwise, I agree with you. It gets too hot. Я полностью с вами согласен, слишком жарко. И еще один момент, значит, желательно, чтобы не проводами соединение было с компьютером, а, скажем, при помощи инфракрасной, так сказать, связи. And this is possible to connect it to computer, not using ports, but using some distance. We may be doing that in the future. Возможно, мы это сделаем в будущем. We're working on a new version of the device that will have a computer interface that will probably use infrared. И, по-видимому, будет компьютерный интерфейс, использующий инфракрасные лучи. Еще один момент. Хотелось бы, чтобы меньше ложных срабатываний, то есть он попадал именно в сонный паралич. То есть когда получается потому что ложное срабатывание это дичь. What that usually means is as you're falling asleep or having awakened, right? Это вот как получалось, что вы засыпали и потом это вас пробуждало? Нет, срабатывание ложных. Человек повернулся. It is because like somebody began to move. Yes. And that's why what we recommend that people do is В этом случае мы рекомендуем следующее. Is every time that they find themselves awake, they push the button once. Каждый раз, когда вы чувствуете, что прибор вас пробудил, это нажать кнопку. Because yes, it can. If you move your head, that may be enough to determine that you're dreaming. Конечно, потому что если вы подвигали головой, это могло сработать. Because it's an eye movement. Потому что это также движение глаз. I'm hoping that in the next version we'll be able to discriminate better between the eye movements that are made with a body movement and while you're awake blinks. И я надеюсь, что в следующей версии мы сможем сделать более точное различие между непосредственным движением глаз и движением головы. Compared to REM sleep, because we understand your point that that is a deficiency, that the device could work better in that way. И мы понимаем вашу точку зрения, это действительно недостаток, и прибор в этом плане мог работать лучше. Хотелось бы еще одно замечание сделать. То есть при компьютерном соединении хотелось бы, чтобы были видны графики. То есть там при помощи векограммы можно точно определить человек, это характер сновидения, то есть это медленный сон, фаза сновидения, медленный, быстрый и само, значит, сновидение. Это очень хорошо различается по приборам. Поэтому если связь будет с компьютером, чтобы второй человек видел точно, потому что есть приборы, которые точно определяют. Вот, например, я могу определить за 2 секунды, что начался осознанный сон. Поэтому здесь хотелось бы. Yes, that is exactly what we're planning for our next version. Именно то, что мы планируем для следующей версии. Is be able to make an eye movement signal that will tell the device that you